Наших героев зовут Наташа и Сережа, они были образцовой семьей и растили двух дочерей. К слову, муж всегда был семьянином, который не курит и не пьет. Жена, в свою очередь, любила своего мужа и считала его примером для остальных мужчин. До определенного момента, когда Сергей начал ходить каждую неделю по непонятным никому причинам в лес. В первое время Наташе было дико интересно, куда же он ходит, но она всегда уважала его личное пространство и не беспокоила его по этому поводу. Но эти похождения очень сильно участились, и тут у супруги назрел вопрос. Вдруг любовницу нашел где-то себе. Как-то прогуливаясь по центру своего города, она решила зайти в местный книжный магазин. Ее внимание привлек детектив с необычным названием. Я удивилась, когда проследила за своим женихом. Прочитав вечером книгу, Наташа была крайне удивлена своей глупости и как она раньше до этого не догадалась. По сюжету детектива главная героиня готовилась к свадьбе, но в последнее время она начала замечать некоторые странности в поведении своего жениха. Обнаружилось, что он ей изменяет. Тогда Наташа определенно решила для себя, что она, переборов все принципы, обязательно проследит за своим мужем. Это было воскресенье. Сергей очередной раз собирался на свои так называемые похождения в лес. Он вышел из дома, и Наташа, подождав пару минут, отправилась за ним. Сережа, дождавшись автобуса, сел в него и, ничего не подозревая, поехал со своими мыслями в голове. Хочу отметить, что наша героиня одолжила машину у своей подруги и отправилась за своим мужем. Ехали они минут 25. За это время Наташа перебирала кучу вариантов дальнейших событий в ее жизни. Но главным вопрос ее мучил всех больше всего. Почему он так сделал? Когда автобус остановился, то Сережа вышел из него и отправился уверенным шагом в сторону проселочной дороги. Была осень, и из-за оранжево-желтых листьев по всему лесу Наташа боялась потерять его из виду. Тогда она оставила машину на повороте и пошла следом за ним. Пробираясь сквозь различные кусты, она чуть не порвала свою новую куртку. Вдруг они дошли до какой-то лужайки, и тут произошло, что Наташа никак не ожидала. Сергей закричал на весь лес, покричал он так минут 5 и пошел обратно к остановке. Наташа даже не знала, что делать. Сережа был всегда олицетворением адекватности, а тут такое, может, он сошел с ума. Настал вечер, и тогда Наташа, за ужином, решила спросить напрямую: «Милый, а почему ты ходишь в лес и кричишь там? Мне страшно». Тогда Сергей ответил: «Ты же знаешь, какая у меня нервная работа, не буду же я на тебя разряжаться. Вот съезжу в лес, покричу и легче становиться. Хочешь со мной в следующий раз?» Наташа ответила в удивлении с улыбкой на лице: «Конечно».